Приветствую вас, друзья! У нас прогноз вторая декада декабря для знака зодиака Козерог. Давайте посмотрим, что вас ждет, представителей знака зодиака Козерог, в период с 10 по 20 декабря. Мы коснемся сферы работы, отношений, финансов, получим советы от оракулов, и в конце расклада у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Козероги, вторая декада декабря. Так, у нас перевернулась пятерка мечей. Да, ну карта говорит, или вы будете втянуты в какие-то разбирательства, конфликты, или вы будете зачинщиком этих разбирательств. Карта всегда говорит, если вы хотите с кем-то выяснить отношения, да, вопрос-то как бы вы поставите ребром или, может быть, начнете с кем-то разбираться, но, как правило, пятерка мечей – это первая победа. Да, здесь нет победителей, все будут расстроены. Если кто-то будет на вас нападать или провоцировать, да, карта говорит, если вы будете чувствовать за собой правду, то дайте отпор. Ну, а так старайтесь, конечно, не втягиваться в какие-то конфликты. Это может быть и на работе, и дома. Еще карта всегда предупреждает, не втягивайтесь в какие-то сомнительные дела, проекты. Карта может говорить о каких-то интригах, подлости, предательства со стороны кого-то. Но она у нас выпала как акцент, поэтому нам нужно обратить на это внимание. Мы сейчас посмотрим, может быть, нам карты что-то подтвердят. В какой-то сфере жизни происходит это. Хорошо, что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Ну, первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас происходит. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, Ленорман, Козероги, вторая декада декабря. Или на чем-то Ленорман нам сделает акцент. Так, я здесь хочу уточнить кубики. Конечно, как сюрприз, неожиданность. Здесь у кого-то был период одиночества, изоляции. Может быть, вы, вот для тех, кто, может быть, в поиске любви. У кого-то, может быть, была тайная связь. Или реально был период одиночества. Кубики всегда говорят о каком-то шансе изменить вот эту ситуацию. Вот я хочу узнать, это шанс-то, изменение-то в какую сторону? Так, метла. Ну, смотрите, у кого были отношения с несвободным человеком, здесь, может быть, что-то закончится. Под какими-то отношениями вы можете подвести черту. То есть вот метла всегда выметает из нашей жизни то, что нам больше не нужно. Тут, может быть, просто была какая-то сексуальная связь. Может быть, она и ни к чему вас не обязывала. Так, я хочу вот эту десятку уточнить. То есть завершается какая-то ситуация. Это может быть что-то очень долго тянулось. Также она говорит о несбывшихся планах. Это может касаться всего чего угодно. От поездки в отпуск до любовных отношений. Также это могут быть, конечно, и карьерные вопросы. Здесь вот справедливость. И двойка мечей. То есть какие-то ваши планы, задумки, надежды, они не исполнились. Тут или просто жизнь подводит итог, или вы сами это ожидание как бы заканчиваете.
Смотрим, что у нас здесь заканчивается. Ну да, здесь десятка уходит, приходит туз. Ну, у кого-то здесь новые отношения, любовь. У кого-то может быть нахождение новой работы или начало какого-то творческого проекта. В любом случае, это какие-то очень приятные новости и события. Хорошо, давайте посмотрим для тех, кто в отношениях или в браке. У вас ложится старший аркан маг. Конечно, по магу, если вы в браке, здесь может быть новое дыхание в ваших отношениях. Скорее всего, мужчина здесь очень активен. Также эта карта может говорить о каких-то новых начинаниях, связанных с вашим домом, с вашей семьей, с вашими отношениями. Ну, давайте уточним, с чем это связано. У нас маг, король. Ну, здесь может быть, конечно, и предложение руки и сердца, если вы в отношениях. Также здесь карта показывает мужчину с такой пылкой душой. Он проявляет искреннюю заботу о ближних, о тех, кто дорог его сердцу. Он заботится об их социальном благополучии. Это человек очень ответственный, заботливый. Но в то же время всегда карта показывает влюбленного мужчину. Это может быть ваш супруг возлюбленный, может быть, это карта показывает вашего, например, отца или взрослого сына. Также маг и король кубков — это может быть врач, для кого-то специалист. Например, общаться с таким человеком может быть по поводу зачатия беременности. Так, сейчас. Здесь у кого-то могут закончиться одни отношения. Да. Здесь у кого-то могут закончиться одни отношения из-за того, что вы влюбились, то есть с кем-то вы заканчиваете отношения. Семерка, да, может быть, сначала будете это скрывать, это тайная связь, но все-таки здесь идет какой-то специалист, который поможет вам. Вот семерка всегда говорит, например, женщина не может зачать. По семерке это не так, как придумала природа. Это может быть ЭКО, это может быть суррогатное материнство. Но здесь, я думаю, больше ЭКО, потому что здесь, ну, или ЭКО, или человек поможет вам вылечиться. Семерка еще может говорить об очень активности вас для того, чтобы найти нужного специалиста. Ну вот по знакомству, войти в какую-то дверь, то есть с кем-то договориться. Вот 3 карты могут говорить о каком-то узком специалисте. Также карта может говорить, что, например, женщина столкнется с тем, что мужчина ее нашел кого-то себе. Отшельник — это одиночество. Одни колоды на старший аркан влюбленные и 4 жезлов. Здесь может быть еще вопрос с недвижимостью, потому что все-таки в совет у нас легла 10 пентаклей. Может быть, здесь отшельник какой-то пожилой человек, 10, да, ну ушел человек, но в то же время туз, может быть, наставил наследство или какой-то дарственный на вас оформил. Здесь может быть введение в наследство. Но и вам все равно нужно будет обращаться к каким-то специалистам. Или, может быть, уже шел процесс введения в наследство. Вот по 10 вот вопрос этот затянулся по башне. Может быть, здесь были и судебные дела, или тяжбы там какие-то с родственниками. Здесь карта говорит решение суда. Я просто судебных карт здесь не увидела, только по работе. То есть решение будет вынесено в вашу пользу, но при помощи каких-то людей. Может быть, вот по семерке найдут каких-то свидетелей, какие-то факты, ну, то есть что-то. Да, здесь башня может показывать судебное дело. Вот удачный шанс выйти из каких-то конфликтов. У нас была 5 мечей, может быть, реально это вот с какими-то родственниками вы не могли договориться. Хорошо, для тех, кто в поиске, здесь ложится, ну, для женщин ваша карта. Да, для мужчин карта может показывать знакомство с такой дамой. Это может быть представитель вашей же стихии или женщина, которая уже состоялась как профессионал. Да, она, скорее всего, добилась хорошего финансового благополучия. Может быть, работает в сфере недвижимости, банковская сфера, инвестиции, что-то связано со строительством. Для женщин здесь карта показывает выход из одиночества.
То есть вот десятка, заканчивается период, когда вы были без отношений. Может быть, у вас был какой-то болезненный разрыв, и вы до сих пор его переживали. Здесь входят новые чувства. Ну, давайте посмотрим. Ну, смотрите, паж мечей и двойка пентаклей. Да, отношения могут зародиться. По пажу мечей вы даже можете как-то отбиваться от человека. То есть вы пока еще не настроены на новую любовь. Может быть, кто-то пережил болезненный развод. Хотя паж может говорить, что будут очень интересные беседы. Но и в то же время есть фактор недоверия с вашей стороны. И двойка — это когда мы отношения не воспринимаем серьезно. Да, вот встретились, провели хорошо время, может быть, даже секс, но ничего серьезного. А здесь ложится старший аркан влюбленные. Здесь будет не только любовь, но и страсть. И вы знаете, по четверке, и еще в совет, в предупреждение десятка, вы эти отношения можете перевести на более серьезный уровень. Даже создать семью или хотя бы начать жить вместе. То есть десятка пентаклей может говорить о смене статуса. Ну, мы смотрим только 10 дней. Но в любом случае, да, познакомиться вы можете. Ну, хотя бы рассмотреть этого человека. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Здесь у вас... Да, может быть, это получение какого-то крупного контракта. То есть здесь какая-то сделка. Это может быть и назначение. Также это может быть какие-то официальные бумаги, документы, договора, сделки. Может быть, в вашем бизнесе как-то все зависло по десятке. Может быть, вы даже планировали закрывать его. Это может быть еще уход с одной работы из-за того, что вы получите очень хорошее предложение. И по деньгам здесь у нас колесо фортуны – это удачный шанс заработать или получить хорошую сумму денег, или получить хорошую работу. Если вы работаете на себя, здесь может быть отказаться от каких-то проектов по десятке, которые вы не смогли реализовать. Может быть, начать что-то новое. Но всегда здесь вот весы – это взвешивать свои шансы, возможности. И влюбленный – это тоже выбор. Если уйти с одной работы на другую, здесь карта говорит: слушайте свое сердце и взвесьте свои возможности. Если вы получаете какой-то крупный заказ, это может быть даже что-то связано с государственной структурой, то опять карта говорит: взвесьте, потянете, не потянете. Или подумайте, кого вам еще привлечь к этому проекту, чтобы его реализовать. Может быть, здесь будет предложение, например, о бизнес-партнерстве. Если подписываете какие-то официальные документы, то здесь обязательно все проверяйте. Ну, проконсультируйтесь хотя бы с юристом. А для тех, кто в поиске работы, ну, двойка мечей, какие-то сомнения, колебания. Это, знаете, когда человек находится в какой-то кризисной ситуации, ну, естественно, когда нет работы, но тут еще сомнения, что искать, на кого-то, самому что-то начать. Карта говорит, что вы не видите каких-то возможностей, которые, скорее всего, вам предоставляются. Или на какую-то правду вы закрываете глаза. Здесь она всегда говорит: слушайте свою интуицию. Вот в конце этих 10 дней может поступить какое-то предложение по работе. Или, опять же, может поступить предложение о партнерстве. Может быть, оно вам уже и поступило, но вы сомневаетесь. Давайте мы посмотрим совет, что для тех, кто в поиске. Ну, пятерка говорит о том, что вы что-то потеряли, и сейчас вам трудно понять, что вы хотите. Или вы не решаетесь опять что-то начинать. Да, но вот эти 3 кубка, да, это потеря. Но 2 кубка говорят, что какое-то предложение или какие-то люди могут вам помочь.
Это могут быть ваши друзья, бывшие коллеги или родственники. Вот в совет карта говорит, что вы можете рассчитывать на помощь от вашей семьи. И вот 2 кубка — это ведь у нас партнерство. Вот я про него говорила. Совет, во-первых, она говорит: учтите свои старые промахи и ошибки. Почему у вас так это произошло? То ли вы не смогли реализовать свой бизнес, то ли, может быть, вы потеряли работу. Потому что дальше и по деньгам колесо фортуны. Это может быть реально найти работу. То есть открывается новый денежный канал. Кто-то, конечно, получает неожиданное наследство или заканчиваются судебные дела в вашу пользу. Еще это вот удачно, может быть, поменять работу. То есть колесо фортуны всегда нам дает какие-то деньги, на которые мы, в принципе, не рассчитывали. И еще в конце 10 дней у нас Паш. И Паш у нас всегда это или новая работа, или какое-то партнерство, или предложение по работе. Давайте, пожалуй, уточним. Конечно, для кого-то это ребенок. Да, вот предложение. Вот у вас начинаете вы с туза кубков и заканчиваете эти 10 дней вы с тузом пентаклей. Здесь могут быть, конечно, дела по ремонту, строительству. Если вам кто-то оставил наследство, и вы наконец-то его получаете при помощи каких-то специалистов и людей, но для женщин, может быть, это ваш супруг, который помог вам этот вопрос решить, там, или отец, то здесь у вас очень грандиозные планы, может быть, и начало работы. Есть хорошие перспективы заработать, и есть продвижение по карьерной лестнице, если это на кого-то. Или вот здесь реально приходят какие-то деньги, которые вы можете вложить в дом, в семью, в ребенка своего, может быть, в обучение или в бизнес. У вас туз и в совет предупреждения десятка пентаклей. Она в первую очередь говорит, нужно вкладываться, опять же, в свою семью, в недвижимость. Недвижимость всегда у нас растет в цене. Или вы можете рассчитывать на помощь от вашей семьи. Но еще у нас, конечно, туз пентаклей и Паш жезлов — это ребенок. У кого-то здесь произойдет зачатие в конце этих 10 дней. Хорошо, давайте для вас получим советы, козероги. Совет от Веканского оракула. Вторая декада декабря. Так, это у нас 6-я, перевернутая сейчас. Карта называется Билтрейн. Вы можете чувствовать себя отделенным от собственных чувств и сексуальности, возможно, из-за негативного опыта, пережитого в прошлом. Найдите возможность исцелить старые раны с добротой и нежностью. Хорошо, еще у нас совет от оракула Луны, Козероги, 2-я декада декабря. Self-love – это любовь к себе. Карта вам говорит, что любовь к себе, она необходима. Постарайтесь не сравнивать себя с другими людьми. Начните менять отношение к самому себе, ценить себя, уважать, и тогда другие люди также будут относиться с любовью и уважением к вам. Хорошо, и давайте посмотрим маятник. Маятник, ответьте, пожалуйста, козерогам. 2-я декада декабря на их запрос «да» или «нет», о чем бы они ни спрашивали. Ответ «да». Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за внимание и всего хорошего.